Приветствую вас, дорогие слушатели! В этом видеоуроке я покажу вам и расскажу, как проставлять размеры в программе AutoCAD. На предыдущем курсе такая тема уже была. Как раз вот был создан вот этот план с размерами, где мы учились настраивать и расставлять размеры. Ну, сейчас я вам напомню, как это делать. С чего мы начинаем нашу работу, это вспоминаем или смотрим, на каком слое мы находимся. Нам нужен слой размеры. Мы выбираем слой размеры, убеждаемся в том, что он выбран. Берем во вкладке «Аннотация» команду «Линейный размер». Нажатием левой кнопки мыши один раз. И начиная с любого угла, который вам нравится, начинаем проставлять размеры. Я начну с верхнего левого внутреннего угла. Левую кнопку мыши нажимаем в одном углу. Левую кнопку мыши повторно нажимаем во втором углу с привязкой к «Анточка». Размер построился. Нам нужно указать место расположения размерной линии примерно вот здесь. И для подтверждения мы нажимаем еще раз левую кнопку мыши. Для того, чтобы повторно взять команду, не нужно все время нажимать на линейный размер. Нет, если вам, конечно, так удобно и хочется, то вы можете это сделать. Но я вам предлагаю использовать горячую клавишу, так называемую пробел. Сейчас я нажму пробел, и последняя команда повторится. Так можно работать с любой командой в AutoCAD. Последней именно, та, которая была у вас применена последняя, при нажатии на пробел она повторится. Теперь нам нужно выстроить именно цепочку размеров. То есть нельзя, чтобы размеры вот так вот болтались в разные стороны на чертеже. Они должны быть в одну горизонтальную или вертикальную линию. Для этого мы наводим курсор на нашу первую построенную линию размерную и по ней выстраиваем все остальные размерные линии. Видим, загорелась привязка узел, кликаем левой кнопкой мыши, размер построился ровно в одну линию. Опять я нажимаю пробел, левая кнопка мыши в одном углу, левая кнопка мыши в другом углу и еще раз левая кнопка мыши на один из размерных линий, на одну из размерных линий. И так далее мы проставляем размеры до конца по всему периметру. Вот я вам приближаю, специально зумирую близко, чтобы видеть, что размеры выставляются на одну горизонтальную цепочку. Теперь меня не устраивает, что размер 160 строится четко по горизонтали. Мне нужно, чтобы построилась выносная линия, так как вот здесь есть еще один размер 400. Для этого я иду в настройки размеров, нажимаю на слово «Аннотация», рядом с ней есть стрелочка. Обратите внимание, за моими действиями левая кнопка мыши, нажимаю на размерный стиль. У нас это стиль архитектурный 75, редактировать. И во вкладке размещение текста мы выбираем «Строить выноску». Окей. Установить обязательно и закрыть. Обратите внимание, построилась выноска. Можно ее оставить под таким углом, но здесь будет в будущем штриховка, поэтому не очень удобно.
Ну, в любом случае мы можем, у нас есть место вынести в сторону, поэтому не стоит размерную линию, размерной линии заступать на стену. Проставляем следующие размеры таким же образом. Только выравниваем здесь. Так, и обратите внимание, так, у нас здесь должно быть так, и обратите внимание, что вот этот проем у меня стоит на расстоянии 500, а по чертежу должен быть 400. 380 это до радиатора, да, та же, как и 1000. Так, нам надо сдвинуть с вами. Мы выделяем окно, переместить, кликаем вот в этот угол левой кнопкой мыши, включаем орто, указываем направление влево и пишем 100. Почему 100? Потому что у нас здесь было 500, нам надо сместить на 100. Выделяем нашу стену, видите, как удобно, одним нажатием мыши выделилась вся стена, и у нее есть ручки. За центральную ручку, нажимая левую кнопку мыши, мы уменьшаем стену. Здесь увеличиваем. Вот таким образом мы исправили неточности.